Итак, первый этап создания нового воздушного корабля завершен. Впереди большая и сложная работа по его испытаниям. Ее продолжат теперь совместно с создателями самолета работники гражданской авиации. Им предстоит эксплуатировать Як-42 на регулярных трассах. Крупнейшая авиакомпания мира «Аэрофлот» будет в нынешней пятилетке переоснащена на самой совершенной технической основе. Наряду с гигантом аэробусом Ил-86 на воздушные трассы страны выйдет Як-42, самолет, вобравший огромный опыт конструкторского коллектива, воплощающий последние достижения научно-технического прогресса. Всем привет! Меня зовут Андрей, и вы смотрите третью серию фильма о восстановлении волонтерами самолета Як-42 в Центральный музей ВВС в Монино. Напоминаю, что было в двух предыдущих сериях. В первой я рассказал об истории создания этого советского лайнера, о судьбе монинского экземпляра и о событиях, подтолкнувших начало работ по его восстановлению. Во второй я показал первоочередные работы, проведенные на самолете. Особенно подробно остановился на установке новых иллюминаторов взамен разбитых. А третья серия посвящена не самой существенной, но очень важной части работ – внешней помывке фюзеляжа. Давайте я объясню, почему этот этап так важен. В Монино посетители очень редко имеют возможность заглянуть внутрь экспонатов, поэтому выводы об их состоянии сохранности делают исключительно по внешнему виду. Из-за этого наибольшее влияние на престиж музея оказывает то, как экспонаты смотрятся со стороны. Если с самолета облезла краска, налипла грязь, помутнело остекление, пустили шины и тому подобное, почти сразу следует вывод, что экспонат в ужасном состоянии, насквозь прогнил и наладан дышит. Хотя такие выводы почти никогда не являются справедливыми, экспонаты очень важно содержать в опрятном и аккуратном виде. Регулярно их мыть, подновлять знаки отличия. А наиболее облезлые, собравшись силами, надо красить полностью. Хорошо, спросите вы, но почему именно Як-42? Его даже с дорожки толком не разглядеть за фюзеляжами Як-40 и Ил-62. Что в нем такого особенного? Вы не поверите, но именно Як-42 является первым экспонатом музея, который видят все посетители еще на дальних подходах к музею, даже не подозревая об этом. Не верите? Вот смотрите сами. Ведущая к музею одноименная улица в самом конце упирается в забор музея, за которым маячит фюзеляж самолета. Да, это именно Як-42. Никакой случайности в этом нет. Когда-то дорога продолжалась дальше и выводила на летное поле. В конце 80-х эта часть аэродрома перешла к музею, и некоторые самолеты ради экономии бетонных плит поставили прямо на асфальт бывшей проезжей части. Если судить по старым фотографиям, в музее Як-42 не то что не красили, но даже ни разу не мыли с момента его прилета в 1981 году. Поэтому еще пару лет назад в конце Музейной улицы маячил не белый, а грязно-серый, полосатый фюзеляж заброшенного самолета. Престиж музея, престиж волонтеров страдали каждый день. Мириться с таким положением вещей больше было невозможно. Да просто стыдно. И вот 4 августа 2018 года волонтеры Олег и Эдвин прикатили в кузове «Газели» кубик с водой, подключили насос, мойку и за целый день отмыли весь правый борт самолета, от кабины до воздухозаборника второго двигателя. К вечеру пошел дождь, но они довели дело до конца. В мае 2019 года стартовали полноценные работы по восстановлению Як-42.
После установки иллюминаторов вновь сформированная волонтерская бригада решила, пользуясь теплым сезоном, продолжить мытье фюзеляжа. На эту работу успели потратить 2 теплых июньских дня. Для подачи воды через весь музей по диагонали растянули магистраль из пожарных рукавов. Начали с носовой части лайнера. Это особое удовольствие – наблюдать, как мощная струя воды сбивает грязь с борта. Но у вас может возникнуть вопрос, как вообще эта грязь здесь очутилась? Дело вот в чем. Первый и последний раз самолет красили в 1978 году на заводе, еще перед первым полетом. Спустя 40 лет стоянки на открытом воздухе краска разрушилась и по структуре стала напоминать старую побелку. На такое покрытие очень охотно налипает пыльца деревьев и трав, а сверху любят селиться водоросли или лишайники. Чтобы удалить такое загрязнение, нужно либо долго тереть щетками, либо воспользоваться мойкой высокого давления, что мы и сделали. Сергей, Артем и Кирилл отмыли фюзеляж почти полностью, за исключением труднодоступных мест. А во второй день мы принялись за мытье плоскостей. Правая консоль крыла была самым грязным местом не то что отдельно взятого Як-42, а вообще всех экспонатов музея. Еще чуть-чуть, и на крыле стала бы расти трава. Но всего за 3 часа Кирилл полностью все отмыл. Посмотрите, как методично и спокойно он это делал.
концу второго дня работы погода заметно испортилась. Потом мойка высокого давления потребовалась для помывки других экспонатов. Поэтому волонтерская бригада Як-42 концентрировалась на внутренних работах, про которые я расскажу в следующих видео. В конце прошлой серии я опубликовал обращение с просьбой помочь укомплектовать оборудованием отдельную кабину Як-42, в прошлом году вывезенную в музей из МАИ. Мы получили отклик на то обращение, и в октябре волонтерский десант смог вывести из Казани в Монино огромное количество оборудования со списанного Як-42. Благодаря этому скоро можно будет приступить к созданию нового интерактивного экспоната музея на базе кабины Як-42. Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто помогает Монинскому музею. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Заходите на странички волонтеров в социальных сетях. Там вы найдете всю актуальную информацию. До новых встреч! Текст читал Андрей Хомич.